Всем привет, с вами Милана, и на своем канале я рассказываю обо всем, что связано с моей жизнью во Франции. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о забастовках, и совершенно в необычный день, так как сегодня пятница, и у нас как раз забастовка транспорта. Сегодня не работают почти все линии метро, несколько линий работают только в час пик утром и вечером, и 2 линии автоматически работают как обычно. Ну, конечно же, это сказалось на жизни местных жителей. Принято считать, что Франция является чемпионом по забастовкам, но в сегодняшнем видео хотелось бы понять, клише это или действительно правда. Действительно ли Франция бастует больше, чем ее европейские соседи? На самом деле все об этом говорят, но статистика сложна для анализа, так как нет единой стандартизированной европейской базы, и каждая страна считает по-своему. Например, Франция считает по количеству неотработанных дней за забастовку, у других стран другой принцип подсчета, и статистика является не совсем прозрачной, поэтому сложно сказать, так это или нет. На самом деле исторически культура конфликта в генах французов. Это связано с тем, что право на забастовки они добились через труд и кровь. Точкой отсчета принято считать французскую революцию с ее законом Ле Шапелье, который запрещал собираться крестьянам и рабочим в ассоциации, синдикаты для защиты своих интересов. В те времена считалось, что между гражданином и государством не должно быть никаких посредников, но в те времена условия рабочих, конечно же, были очень тяжелыми, они работали без выходных, все, что зарабатывали, тратили, и, получается, не было ни отдыха, ни дохода. Обострилась ситуацию еще и то, что через несколько десяток лет Наполеон Бонапарт подтвердил право государства на подавление любых волнений. К тому моменту рабочий класс был уже на пределе, и, собственно, забастовки и волнения не заставили себя долго ждать. Итак, в 1831 году в Лионе сотрудники шелкоткацкой фабрики выходят на улицы, возмущенные понижением зарплат при общем росте экономики в стране. Эти волнения, конечно же, подавляются государством. Это стало одним из крупных вооруженных забастовок во Франции. Тогда погибло несколько сотен человек, и, столкнувшись с репрессиями, рабочие начинают тайно, подпольно собираться в ассоциации для защиты собственных интересов. Несмотря на то, что в 1864 году был отменен запрет на подавление восстаний, а спустя 20 лет в 1884 были легализованы профсоюзы, к тому моменту в головах людей уже сформировалась культура борьбы и конфликта. Итак, в 1895 году появляется самая важная организация профсоюзов, которая делает забастовку самым главным способом достижения целей. И в целом это работает так с конца 19 века до 1947 года. Это помогло, например, получить право и защиту от несчастных случаев на рабочем месте, сокращение рабочего времени. Все эти вещи сейчас нам кажутся очень естественными, но тогда их, к сожалению, не было. В 1946 году в Конституции прописали право на труд, отдых, материальное обеспечение в случае нетрудоспособности, в том числе право на забастовки и объединение в профсоюзы. А дальше был май 1968 года. Это события, которые начались с студенческого волнения на кампусе, закончились многомиллионными восстаниями, волнениями и сдвигами в сознании всего народа. Кто же бастует чаще всего? В основном бастуют транспортные службы, образование, здравоохранение и, конечно же, государственный сектор, в том числе к ним можно отнести почту, биржу труда. А некоторые профессии, например, тюремные охранники, жандармы, судьи, имеют ограниченное право на забастовку. Они имеют право выйти на нее и высказать свое мнение, но они не имеют права прерывать свою профессиональную деятельность. Также вызывают споры о забастовках в государственном секторе, так как существует конфликт между принципом непрерывности государственной службы и правом на забастовку. Что же хотят бастующие? По статистике за 2019 год 41% бастующих вышли с требованием о повышении заработной платы и 40% вышли против пенсионной реформы. Сколько же, например, получают сотрудники СНЦФ, которые бастуют каждый год, начиная с 1947 года? Для понимания контекста важно сказать, что у сотрудников СНЦФ, это как наш РЖД, железнодорожники, у них есть специальный статус. Например, у них почти бесплатно
бесплатное медицинское обслуживание, специальная пенсионная программа, также семейные пособия и льготы на проезд на поезде и также на метро. В 2018 году правительство обсуждало об отмене специального статуса железнодорожников, и в итоге в 2020 году с 1 января они отменили специальный статус для новых сотрудников, но для старых, кто работал до 2020 года, этот статус сохранился. Итак, средняя зарплата машиниста СНСФ составляет 2132 евро в месяц. Что же грозит бастующим после забастовки? На самом деле ни один сотрудник не может быть лишен зарплаты или быть уволен после забастовки. Также работодателю запрещено прерывать забастовку, нанимая временных сотрудников, но можно нанять постоянных, но их нужно будет оставить и сохранить за ними рабочее место после забастовки. Конечно же, это невыгодно никакому предприятию, это очень дорого в связи с высокими налогами, но предприятие может прибегнуть к помощи добровольцев, но я думаю, что добровольцев очень мало. Также, вопреки распространенному мнению, не обязательно заранее сообщать о забастовке. Однако следует отметить, что в 2007 году Жан Ширак принял попытку регулировать хаотичный характер забастовки и ввел определенные ограничения для транспортных, государственных, муниципальных служб. Отныне бастующие должны заявить о себе не менее чем за 48 часов для того, чтобы предприятие смогло сориентироваться и не выпасть из жизни на этот период времени, и также предупредить население. Также важно сказать, что право на забастовку носит исключительно профессиональный характер, и забастовщики могут выдвигать только социальные, а не политические требования. Однако я считаю, что забастовка носит двойственный характер. С одной стороны, это солидарность внутри бастующей группы, а с другой стороны, отсутствие полной солидарности по отношению к другим. Если вы меня спросите, как же реагируют сами французы на забастовку, то, по моему мнению, мне кажется, они привыкли достаточно спокойно, несмотря на то, что сегодня забастовка, в целом атмосфера в городе спокойная, очень многие взяли день работы из дома, они выходят на улицу и, в принципе, относятся с пониманием, но, конечно, когда забастовка длится больше, чем один день, это вызывает много трудностей, элементарно ты не можешь поехать на работу, если ты живешь в пригороде Парижа, а поезда не ходят, такси взлетает в ценах в 2-3 раза, появляются пробки, и, конечно же, это вызывает недовольство со стороны обычного населения. Ну и в конце этого видео мне хотелось бы отдельно поблагодарить всех тех, кто подписался на мой канал, ставил лайки, комментировал, делал репосты в Инстаграме. Мне, правда, очень приятно, это мотивирует дальше записывать видео на интересные темы. Спасибо вам большое, мне не передать словами, как приятно. Пока-пока!